Певцы, музыканты, артисты театра и кино нередко становятся кумирами миллионов поклонников и являются примером для подражания подрастающего поколения. За их жизнью следят журналисты и фанаты, однако биографии знаменитостей не всегда бывают идеальными и положительными. Случаются в них сложные и мрачные периоды, связанные с совершением преступлений и лишением свободы. Некоторые сумели усвоить урок и больше не нарушали закон, но в судьбе других это повлияло на дальнейшую карьеру. Советские и российские актеры, которые сидели в тюрьме, смотрите в этом видео, не переключайтесь. Знаменитый советский и американский киноактер Савелий Крамаров запомнился зрителям по ролям в фильмах «Неуловимые мстители», «Большая перемена», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Мимино» и многих других. Фразы, произнесенные его персонажами, быстро становились крылатыми, а при появлении актера на экране лица зрителей озарялись улыбкой. Однако мало кому из поклонников знаменитости был известен тот факт, что его актерская карьера могла не состояться из-за ошибок молодости. В юности Савелий вместе с друзьями ездил в отдаленные деревни, храмы и церкви, откуда вывозил иконы, купленные за бесценок. Самые дорогостоящие из них впоследствии переправлялись незаконным путем за пределы СССР. Предприимчивых парней заметили сотрудники правоохранительных органов, и Крамаров оказался за решеткой по обвинению в контрабанде и спекуляции. Благодаря вмешательству влиятельных знакомых будущую знаменитость выпустили, после чего Савелий прожил долгую жизнь и больше не приступал к закону. Продолжает список актеров, которые сидели в тюрьме, Георгий Женов. Первую главную роль в картине «Ошибки героя» Георгий исполнил в 1932 году, а спустя 2 года появляется в ленте Чапаев. Карьера актера оказалась под угрозой после знакомства с военным атташе США. Советского артиста обвинили в шпионаже, а в качестве наказания за преступление в общей сложности присудили 15 лет исправительно-трудовых лагерей. Однако сила духа мужчины сломать не удалось, он продолжил идти к своей цели. Актер был окончательно реабилитирован в 1955 году, после чего снова стал появляться на театральной сцене, а затем продолжил сниматься в кино. Фильмография Женова пополнилась картинами «Шторм», «Исправленному верить», «Берегись автомобиля», «Горячий снег» и многими другими. Советский эстрадный певец и актер Сергей Захаров в 1977 году стал участником коллективной драки, которая привело в выяснение отношений с администратором артиста. После инцидента Захаров получил тюремный срок 1 год. Приговор отбывал в городе Сланцы. После освобождения исполнитель сумел восстановить репутацию и продолжил музыкальную карьеру. Работал в филармониях разных российских городов, давал сольные концерты в России и за рубежом. Сергей Захаров не забыл тюремное прошлое и был членом фонда помощи заключенным. Советский и российский актер грузинского происхождения Арчил Гамиашвили рассказывал в интервью о своем уголовном прошлом. За воровство и хулиганство ему пришлось неоднократно побывать за решеткой в молодости. В местах лишения свободы Гамиашвили провел около 6 лет, но повзрослев, стал серьезнее и сосредоточился на актерской карьере. Успех и популярность пришли к исполнителю после роли Остапа Бендера в комедии «12 стульев», режиссером которой стал Леонид Гайдай. Также Арчил снимался в таких картинах, как «Мимино», «Кавказская повесть», «Сталинград», «Супермент». В числе актеров, которые сидели в тюрьме, оказался и Георгий Юматов. Кинолюбители помнят его роли в картинах «Молодая гвардия», «Разные судьбы», «Баллада о солдате», «Офицеры» и других. В 1994 году Юматов был обвинен в совершении убийства. По официальной версии актер застрелил из ружья дворника, оскорбившего его как фронтовика. Ему грозило лишение свободы сроком от 3 до 10 лет. Однако адвокат Георгий Александрович доказал, что причиной совершения преступления стало превышение пределов необходимой обороны. Актера выпустили из тюрьмы спустя 2 месяца под подписку о невыезде, а затем по случаю 50-летия победы Юматов был амнистирован, а его дело закрыто. Однако сниматься в кино артист перестал, режиссеры опасались приглашать его на роли. Последний сериал «Транзит для дьявола» с участием Георгия Юматова вышел уже после его смерти в 1999 году. Карьера советской актрисы Валентины Малявиной началась в 1960-х годах. Всего на счету знаменитости более 40 работ в кино и несколько знаменитых ролей в театре. Ее дальнейшая работа в кинематографе оказалась под угрозой, когда в 1978 году в отношении артистки было возбуждено уголовное дело. Малявина стала подозреваемой в убийстве ее мужа Станислава Жданько, с которым накануне подралась, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ходе следствия гибель мужчины была признана самоубийством, а дело было закрыто, но спустя 5 лет выяснились новые подробности
подробности истории, состоялись повторное рассмотрение дела. По результатам экспертизы Валентина была признана виновной, получив наказание в виде 9 лет лишения свободы. На суде артистка отрицала свою вину и после освобождения спустя 5 лет по амнистии рассказывала в интервью, что этого преступления она не совершала. После тюрьмы Валентина Малявина не смогла продолжать сниматься в кино. У актрисы появились проблемы с алкоголем, а в жизни началась череда неудач. Остаток жизни потерявшая зрение кинозвезда провела в пансионате и умерла в ноябре 2021 года. Сниматься в советском кино Николай Годовиков стал, не имея профессионального образования, но это не помешало ему добиться популярности. Успешной стала роль Петрухи в ленте «Белое солнце пустыни», а всего на его счету больше 20 ролей в кино. Годовиков также снимался в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия». Первый тюремный срок, 1 год, Николай получил в 1979 за тунеядство. Причиной тому послужила травма, полученная в драке с соседом, которая повлекла осложнение здоровья. Актеру пришлось бросить работу, что ухудшило и без того непростые отношения актера с участковым. В 1980-м Годовикова осудили за квартирную кражу. Суд установил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года. После освобождения из тюрьмы работал сварщиком, затем маляром. В 1987 году Николай Годовиков вернулся к работе в кино, но спустя 4 года снова был осужден за кражу. В общей сложности в заключении артист провел почти 8 лет. С 1999 по 2011 продолжал принимать приглашения на съемки, после чего занялся рисованием натюрмортов. Завершает подборку актеров, которые сидели в тюрьме, Спартак Мишулин. За решеткой советский артист оказался дважды еще в 40-х годах, задолго до того, как стал популярным, за кражу лампочек. Они понадобились Мишулину для организации спектакля и похищения библиотечной книги, а также за незаконное использование портретов вождя. Из-за нехватки бумаги Мишулин писал заметки на обратной стороне листовок с изображением Иосифа Сталина. В местах лишения свободы актер провел 3 года, но даже в лагере не переставал заниматься творческой самодеятельностью. После освобождения Мишулин начал актерскую карьеру в драматическом театре, а сниматься в кино приступил с 60-х годов. Его фильмографии наиболее успешными стали такие картины, как «Белое солнце пустыни», «Человек с бульвара Капуцинов», «Бедная Саша». Спартак Мишулин также снимался в киножурнале «Ералаш», озвучивав мультфильмы и играл в телеспектаклях.